Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу показать вам очередное пополнение своей коллекции фильмов на физических носителях, то есть на Blu-ray и на DVD. В сегодняшнем выпуске будут как издания на Blu-ray, так и на DVD, в том числе два иностранных издания. И начать хочу именно с них. И первый фильм — это кино, которое снял Дэвид Финчер, которое называется «Зодиак». Это иностранное американское Blu-ray издание без русского языка, потому что с русским языком данный фильм не выходил на Blu-ray. Но я решил себе добавить в коллекцию такое вот двухдисковое издание данного фильма. В данной картине снялись три известных актера. Это Марк Руффало, Роберт Дауни-младший и Джейк Джилленхол. Фильм Дэвида Финчера «Зодиак». Идем далее. И следующее издание также иностранное. Это фильм Фрэнка Дарабонта с Томом Хэнксом в главной роли «Зеленая миля» по одноименному роману Стивена Кинга. Данный фильм также не выходил с русским языком ни на Blu-ray, ни в 4К. Но решил добавить данное кино, которое имеет очень высокие рейтинги на большинстве киносайтов мира. Фильм «Зеленая миля». Это было последнее издание иностранное. Далее пойдут российские издания. И первый фильм, он культовый. Это картина режиссера Люка Бессона «Леон». Здесь полная режиссерская версия данного фильма. В картине снялись Жан Рено, Гарри Олдман, Натали Портман и Дэнни Айелло. До этого у меня данного известного фильма не было в коллекции, но наконец-то решился его приобрести. Фильм «Леон» Люка Бессона. Далее еще одно культовое кино. Это фильм «От заката до рассвета» Роберта Родригеса. Тоже также известная картина. В которой снялись Харви Кейтель, Джордж Клуни, Квентин Тарантино и Джульетт Льюис. Фильм «От заката до рассвета». Далее картина режиссера Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка». Это первый фильм Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо. В дальнейшем он еще не один раз принимал участие в картинах Мартина Скорсезе. Также здесь снялись Дэниел Дэй-Льюис и Кэмерон Диаз. Собираю фильм с Леонардо Ди Каприо. Это один из тех фильмов, которого еще не было в коллекции. «Банды Нью-Йорка». Далее двойное издание с двумя фильмами, которые объединены одним актером. Это актер Брюс Уиллис, две картины «Армагеддон» Майкла Бэя и фантастический фильм «Суррогаты». Такое вот издание от Walt Disney. Здесь имеется рекламка. И здесь у нас два диска. «Армагеддон» и «Суррогаты». Также здесь видим другие картины, которые выходили в этой же серии. На внутреннем арте. Идем далее. И следующее кино. Это комедия шпионская. «Шпион», так и называется. Режиссер Пол Фиг. В ней снялись Мелисса Маккарти, Джейсон Стейтем и Джуд Лоу.
Также в камео в данной картине появлялись 50 Cent и Верка Сердючка со своей песней Dancing Клаша Томбай. Решил добавить в данное кино, данную шпионскую комедию себе в коллекцию. Следующее кино, и это фильм режиссера Эдварда Цвика, картина «Осада», в которой снялись Дензел Вашингтон, Анетта Беннинг и Брюс Уиллис. Фильм «Осада» издавал 20 век Fox. Также присутствует рекламка, присутствует внутренний арт у данного издания с танком. Такое вот кино. Фильм «Осада» Эдварда Цвика. Далее фильм с актером Томом Харди «Легенда». В данной картине Том Харди играет сразу двух человек, а именно двух братьев-близнецов. И основано данное кино на реальных событиях. Фильм «Легенда». Далее будут два фильма от одного режиссера, но с разными актерами. И это режиссер Пол Гринграсс, который снимал фильмы «Превосходство Борна» и «Ультиматум Борна» с Мэттом Дэймоном. А это еще одно их творчество, совместное творчество Мэтта Дэймона и режиссера Пола Гринграсса «Не брать живым», где даже написано «Преемник легендарного Борна». Такое издание. А второе кино от данного режиссера Пола Гринграсса — это картина с Томом Хэнксом. Еще один фильм с Томом Хэнксом в сегодняшнем пополнении коллекции. Это «Капитан Филлипс». Видим, что мастер картины делали в 4К, что должно прибавить качество. Такая вот простая черная накатка у данного издания. И это про сомалийских пиратов данное кино. Фильм «Капитан Филлипс». Такие вот два фильма от одного режиссера, который снимал продолжение «Идентификации Борна», две части. Также он снял и последнюю часть, которая называется «Джейсон Борн». Идем далее. И еще одно советское кино в коллекцию. Это фильм «Собачье сердце» режиссера Владимира Бортко. В главной роли здесь Владимир Евстигнеев, Евгений Евстигнеев, Борис Плотников, Владимир Толоконников. Это у нас экранизация известного романа Михаила Булгакова с таким же названием «Собачье сердце». Одна из самых известных экранизаций данного писателя. «Собачье сердце». До этого у меня данное кино уже было в диджибуке из серии «Советское кино». Теперь решил добавить данное кино в формате Blu-ray. Далее картина режиссера Дамьена Шазела «Одержимость» с актерами Майлзом Теллером и Джей Кей Симмонсом. Обладатель 3 премий «Оскар». В том числе «Оскар» здесь получил актер Джей Кей Симмонс, которого вы можете знать по серии «Человек-паук» с Сэма Рэйми. Картина «Одержимость». Здесь у нас рассказывается про музыканта. И, наконец, последнее издание на Blu-ray сегодняшнего пополнения коллекции. Это картина Джима Джармуша. Единственная, которая у нас издавалась от данного режиссера на Blu-ray, это фильм «Паттерсон». Здесь у нас
В главной роли снялся Адам Драйвер, известный актер. Решил добавить хоть одну коллекцию, хоть один фильм данного режиссера Джима Джармуша себе в коллекцию. И далее будут 6 DVD изданий. Среди них в том числе есть культовые фильмы. Начнем с одного из них. Это фильм Гая Ричи «Карта, деньги, два ствола». В таком вот слипе. Издание от Твистер. Снимаем слип. Здесь повторяет обложка. Также сзади. «Карта, деньги, два ствола». Один из первых фильмов Гая Ричи, если не первый. И здесь у нас снялись Стивен Макинтош, Джейсон Флеминг, Декстер Флетчер, Винни Джонс, Ник Моран и Джейсон Стэтхэм. «Карта, деньги, два ствола». Далее фильм режиссера Рона Ховарда «Нокдаун», где у нас снялись Рассел Кроу и Рене Зелвегер. Это у нас байопик про боксера. Имеется внутренний арт у данного издания. Здесь рассказывается про боксера Джима Брэдока. Решился приобрести в коллекцию фильмов данного режиссера. Фильм «Нокдаун». Далее дебютный полнометражный фильм режиссера Мартина Макдона «Залечь на дно в брюгге». Такой вот диджипак. Такой вот на обложке самого диджипака. И здесь также присутствует внутренний арт внутри с двумя актерами. И здесь у нас снялись актеры Колин Фаррелл, Брэндон Глисон и Рэй Файнс. «Залечь на дно в брюгге». Идем далее. И следующая картина — это второй фильм от Фрэнка Дарабонта в сегодняшнем пополнении коллекции. Это его последний полнометражный фильм на сегодня. Картина «Мгла», которая так же, как и «Зеленая миля» и «Побег из Шоушенка» данного режиссера, также снята по произведению Стивена Кинга, а именно по повести, которая в русской локализации называется «Туман», а фильм назвали «Мгла». Такой вот диджипак. Кадры из фильма. Это у нас двухдисковое издание с фильмом и дополнительными материалами, отдельным диском. Здесь у нас кадры из фильма. И, наконец, все три картины полнометражные от данного режиссера по Стивену Кингу есть у меня в коллекции. Следующее кино — это фильм Стивена Спилберга, которого у меня еще не было в коллекции. Это «Близкие контакты третьей степени». Один из ранних фильмов, а именно фильм 70-х от Стивена Спилберга, который был снят уже после «Челюстей», но до «Индиана Джонса» и прочих его известных картин. И здесь, как мы можем видеть, картина про инопланетян. Один из недостающих фильмов Стивена Спилберга в моей коллекции. Теперь он появился. И из всех фильмов, которые выходили с русским, в коллекции еще нету фильма «Амистад». Все остальные картины есть в каком-либо формате у меня в коллекции.
И, наконец, последняя картина, которую хочу вам сегодня показать. Это фильм режиссера М. Найт Шьямалана «Шестое чувство». Еще один фильм. Получается, уже 4-й фильм с Брюсом Уиллисом. Сегодняшнее пополнение коллекции. Одна из известных картин М. Найта Шьямалана. Такой вот слип. Здесь такая же картинка. Фильм «Шестое чувство». Это было последнее кино на сегодня, которое хотел вам показать, которое появилось у меня в коллекции. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. А на этом все. Пока.